по одной из моих самых любимых дорог. Дорога идет на Камаз с деревушки Лачи. Все, кто говорит, что Кипр не зеленый, пожалуйста, обратите внимание. Мы едем через джунгли, это эвкалиптовые деревья, эвкалиптовый лес. Едем в деревню, которая называется Аргака. Мы очень долго искали фермера, который согласится для нас показать весь процесс, как делают клефтику, национальное традиционное кипрское блюдо. Никто не соглашался. Мне кажется, они думают, что мы несерьезно. Это обычное для них дело. У каждого в доме здесь есть печь, в которой делают тоже клефтика. И когда ты им говоришь, ну мы хотим снять, посмотреть, как это происходит, все, они думают, да ладно, ну в смысле, ну кому это не самое обычное дело, ну кому это интересно, да. Поэтому, возможно, таких усилий нам стоило это понести. О, привет! Who are you? Это маленькая ферма, без антибиотиков, абсолютно натуральное производство. Здесь есть и овцы разных пород, ребята привозят их с разных стран. И некоторые здесь приживаются и, собственно, их начинают выращивать. И гуси, утки, разные птички, вьетнамские свиньи, да, конечно. Привет, дружище, у меня для тебя ничего нет. Они очень черненькие, потому что они черненькие, а не потому что они грязненькие. Маша? Да. Вот он маленького тут. Ох, мы даже знаем кого. Так все просто. И даже если для людей это совершенно обычное дело, потому что козы и овцы, да тут миллиарды их на Кипре, они всегда были. И люди с ними коммуницировали и ели их. Один разговаривал по телефону, ребята общались, а кто-то умирал. Мне кажется, что он дышит. Я много раз видел, как убивают животное, но вот сейчас снимал первый раз. Ну, на самом деле, для меня одинаково абсолютно, что есть мясо в ресторане, что убивать животное. Я когда-то себе ответил на этот вопрос однозначно, да, то есть, если ты это кушаешь, значит ты это убиваешь. Это одно и то же для меня. Поэтому каждый раз, когда ты кушаешь мясо, ты должен понимать, что убили кого-то ради того, чтобы ты кушал. Я против современной лже-гуманизации, да, типа там вот это жестоко. Ну тогда не ешьте их в ресторане, если это жестоко. Все, стоп, точка. Фитос говорит, что мясник может разделать барашка за 15 минут. Снять кожу, да, и потом еще минут 15 для того, чтобы разрубить его на куски, которые уже готовы к приготовлению. Всего лишь полчаса. Фитос был первым человеком, который год назад учил меня делать клефтику. Это национальное кипрское блюдо, которое мы тоже будем обязательно готовить. Браво, браво! Нам дали свинину, но она такая сыроватая, как вяленая, что ли, не пойму. Кипрский хлеб, домашнее вино. Это храбрая семейка, где мама мясник, сыновья мясники, папа мясник. Вот тебе семейка, понимаешь? Доброе утро. Я сказала доброе утро. Да, мы только что попили прекрасный смузи, который сделала Маша. И отправляемся в 7 часов утра в горы, чтобы посмотреть, как киприоты делают... Ты быстрее говори, пожалуйста. Делают клефтика и разные национальные другие блюда. Одни поехали делать клефтику, все мясо забыли дома, и сейчас возвращаемся, короче, за мясом.
Приветики. Ух ты. Пришли в традиционный кипрский дом. Очень простые стены, простые диваны. Но зато нас здесь угощают разным видом хлеба, разнообразным кофе и сладким. И у нас такой получился импровизированный завтрак, потому что мы собрались очень все рано. Potatoes. For what? Картошка для клевтика. Ее прорезают, но не надрезают с одной и с другой стороны. Но в середине она остается целая. Yes, I want. Yes. Класс. Орегано, местные травки и оливковое масло. Добавили к картофелю еще лаврового листа, уложили все в форму, чтобы едать, что мне неизвестно. Это костер для супа. Сувла — это скорее шашлык на гриле, когда обжариваются куски мяса или куски потрохов. Сувлаки — это маленькие кусочки мяса на шпажке, но сувла — большие куски. И сейчас из того барашка распотрошили, которого вчера, будем делать сувлу. Обожаю лень киприотов. Мы сделали сувлу, просто солили мясо и надели на шампур. И теперь 1,5 часа оно будет стоять на углях, на огне. Я говорю, нужно хотя бы переворачивать. Говорит, нет, не нужно, сейчас мы подключим какую-то машинку, это само переключиваться. О, мне кажется, сейчас пойдут потроха. И это моя любимая тема. Там есть печенка, и там даже есть голова, и есть язык, и есть почки, и есть сердце. Круто. 3 святых духа. Баранина, соль и орегано. Наконец-то мы в мире, где люди не знают, что такое диета. Хлеб, картошка, мясо. Вино. Еще вино. Мы только что вытянули из печи клевтика. Это национальное блюдо кипрское. В переводе с греческого клевтика означает «украденное мясо». Это очень старинное блюдо со времен пастухов, когда пастухи пасли коз или овец. Им нужно было чем-то питаться, и они воровали одно из животных. И вечером разводили огонь, потому что им также нужно было греться и ночевать. И закапывали целое животное прямо под этот огонь. Естественно, за много-много часов, пока горел огонь, животное успело проготовиться и прямо стать таким очень мягким, да, очень нежным. И, собственно, у меня сейчас прямо такое настоящее клевтика. Оно очень странное по виду, да, потому что это просто такие тушеные куски мяса, вот, но оно в собственном соку. Еще очень круто греки используют кости, они не используют только филе, да. Очень вкусное, с бульоном, с кусочками мяса. Можно вымакивать хлебом, можно подавать картошку, можно салаты и вино. В клевтике всегда нужно пить вино. На самом деле это кумандария. Это самое древнее из производимых комических вин на Земле. Подтвержденная история этого вина 5500 лет. В этом музее в деревушке Эреми хранятся осколки кувшина керамического, которым 3500 лет до Рождества Христова. И здесь были итальянские археологи, которые раскопали это все, сделали анализ, и по химическим составам газов, которые в этой керамике, они определили возраст, что держали в этом кувшине вино 3500 лет тому назад. И тогда уже производили кумандарию. Ричард «Винное сердце», когда женился на Кипре, назвал кумандарию «король вин» и «вино королей». Так что вот, пожалуйста, Кипр — это история европейского вина, это первое европейское вино.